Друзья, какой аромат! Это просто невероятно! Всего один апельсин и одно яблоко, и за 5 минут такой прекрасный пирог приготовит даже ребенок. В нем нет ни яиц, ни молока, никакой молочки. Он идеально для поста и для вашей фигуры. Давайте я сейчас быстренько вам покажу, как его готовить. Самый главный шаг – это сейчас сделать основу, вкусную основу для нашего пирога. Для этого в блендер я отправляю крупно нарезанные кусочки апельсинчика. Именно он будет основой нашего пирога. Сильно я не мельчу, главное, чтобы справился блендер. Нам еще для вкуса не помешает лимончик. Целого лимона нам много, поэтому я возьму половиночку лимона и отправлю дружить к нашему апельсинчику. Причем даже и половинки будет много, у меня крупный лимон. Далее я беру стакан воды, наливаю половину, потому что блендеру надо водичка, чтобы все это хорошенько прокрутить. Перекручиваем в блендере, и у нас уже пол пирога готово. Отлично, запах тот, который именно нам и надо. Я добавляю сразу же вторую половину воды. И наша основа готова. Берем емкость, в нее погружаем 100 грамм муки. Я ее просеиваю. На самом деле здесь 200 грамм, но я возьму половину. Друзья, а вы просеиваете муку, прежде чем ее использовать? Насыщаете ли вы ее кислородом или нет? Напишите в комментариях, интересно ваш опыт. Половиночку я взял. Далее я беру сахар. Точнее, сахарозаменитель. Но если вы кушаете сахар, можно сахарозаменитель. 3 столовые ложечки. В него я отправляю чайную ложечку ванильного сахара для аромата. Обязательно берется солька. Сольки я беру щепоточку, примерно пол чайной ложечки. Обязательно идет у нас корица. Корица в этом пироге, она просто будет незаменима. И отправляется 10 грамм разрыхлителя. Мы делаем основу сухую, как я называю. Все это хорошенько перемешиваем. И нам останется только все соединить. Вы представляете, пирог за пару минут, который сможет сделать даже ребенок. Разве это не чудо? Вот такая вот красота у нас получается. Далее надо отправить сюда 100 миллилитров масла. Поскольку пирог у нас постный, он идет абсолютно без яиц, без молочки. То есть в нем все только такое, что идет для поста, для тех, кто не кушает животную пищу. И если вы обратите внимание, то масса у нас стала уже прекрасно красивой. Тут важная речь идет о консистенции теста. Сейчас я покажу, какое оно должно быть и почему я отправил именно половину муки. Нам надо полужидкое тесто, чтобы было. Далее я беру наш шикарный, божественный аромат и добавляю половиночку. Почему я весь не добавляю? Чтобы сделать не сильно жидкое тесто.
И вы только посмотрите, как сразу преобразилась структура. Насколько тесто стало совсем другим, интересным. А мы-то всего сделали совсем ничего. Я беру оставшуюся муку. Напоминаю, всего муки я взял 200 грамм. И ее просеиваю. Я, друзья, читаю все ваши комментарии. И мне очень интересно ваш опыт. Какую муку вы используете? Одно время я использовал, перешел полностью на овсяную муку. Потом я опять вернулся к обычной муке. А какую муку вы предпочитаете в своей выпечке? Интересно будет узнать ваш опыт в комментариях. Ну и если вы поставите лайк за мои старания, я буду только рад. Это поможет продвижению канала, и эти рецепты увидит как можно больше людей. А меня вы сподвигнете на дальнейшие поиски хороших рецептов для вас. Как видите, я опять не все выливаю. Я стараюсь добиться в тесте именно той консистенции, что называется, посерединочке. И не сильно густо, и не сильно жидко. Золотая серединка, она во всем имеет место быть. Вот какое тесто прекрасное получилось. Запах, друзья, просто шикарнейший. Все, достаточно. Я вижу, что тесто просто идеально. Сейчас я вам покажу. Вот смотрите. Видите, консистенция какая? И не жидко, и не вязко. Далее нам понадобятся яблочки. Я уже начал нарезать, чтобы сэкономить время. Одно яблочко нам понадобится. И достаточно крупные кусочки. Я вам сейчас покажу. Чтобы сильно не мельчить, вот примерно сантиметр или полтора должны быть кусочки. Я беру прям с кожурой. Многие делают без кожуры. А вы как предпочитаете, с кожурой или без? Хочется найти шикарный, знаете, рецепт сделать. И вы в этом как никто сможет помочь. Потому что ваш опыт плюс мой опыт, он даст для всех полезный эффект. Поэтому жду ваш опыт в комментариях. Вот такое яблочко у нас готово. И все, что нам остается, брать форму. Вот такую стандартную я форму взял. Застелил пергамент. И сейчас я беру сливочное масло, кусочек сливочного масла, малюсенький. И смазываю края формы. Вот так вот. Знаете, как чтобы лишний раз не приставало, что называется. И низ формы я тоже беру и хорошенько промазываю маслицем. Не повредит. Далее форму я беру и по краям укладываю пергамент. Я заранее отрезал кусочек и вот так вот красивенько делаем. Сейчас я вам покажу, как оно выглядит. Очень красиво, делается быстро, и уже знаем точно, что ничего не пригорит, ничего не пристанет и будет идеально. Далее мы просто берем и выкладываем форму. Но мы не все тесто выкладываем, друзья. Мы выкладываем 2/3 теста.
Вот так вот. Все делается на глаз, абсолютно. Чуть-чуть просто тесто мы оставляем. Вот такая красота. Тесто лопаточкой хорошенько разравниваем, чтобы все края затекли как положено. Вот так вот. Далее кладу то самое яблочко. Это яблочко у меня полусладкое, но мне в рецептах нравятся более кислые яблочки. Ну, так как сейчас не сезон, то приходится брать такое яблочко. А какую начинку вы предпочитаете в данном виде выпечки? Интересно ваше мнение узнать. Вот так. Не переборщить. Достаточно. Далее я беру немножко изюмчика. Чуть-чуть, буквально каплю изюмчика. Я его заранее замочил, промыл. И он будет здесь, кстати. Готово. И знаете что, друзья, мне захотелось сделать такие красные акценты. Для этого я беру замороженную ягодку, клубничку. Вот такую красоту вставляю в наш пирог. Чтобы были такие вот красивые акценты. Кроме того, вкус даст клубничка просто волшебный. И все, что нам остается, это сверху полить оставшимся раствором нашего теста. Я, друзья, напоминаю, что духовочку я уже разогрел до 180 градусов, и она уже готова принимать этот шикарный пирог. Вот так вот. Прекрасно. Очень важный момент, который уже больше не технический, а больше который дает усладу для глаз, что называется. Надо заполнять и края. Обычно мы льем все в центр, а края у нас остаются обделенные. Поэтому все равномерно по всей поверхности формы. И чуть-чуть я разравниваю. Вот такая красота. Прекрасно. Чуть-чуть еще сверху яблочко. Вот так вот. Буквально за пару минут у нас сотворилась красота. И вторым слоем я укладываю клубничку. У нас получается 2 слоя. Вот так, так. И последнюю ягодку сюда. Далее вот так вот утрамбовываем. Постучали, чтобы весь воздух вышел на поверхность из формы. Посмотрите, какая красота. Отправляем пирог 5-минутку в духовой шкаф. Вы только посмотрите, друзья, какая красота у нас получилась. 40 минут прошло. Аромат стоит на весь дом, на всю кухню. Такой приятный запах детства. Именно детства. Вы посмотрите, как все хорошо подошло. Апельсин плюс корица и немного лимона творят чудеса. Но это еще не вся магия. Сейчас, как вы помните, чуть-чуть я оставлял в блендере того самого сока. И в еще горячий пирог я беру и сверху поливаю вот этими остаточками. И теперь самое главное,
его накрыть. Накрыть, и чтобы он немножко подошел, немножко остыл, успокоился. Наш пирог шикарнейший готов. Запах, словно в детстве, уютом, ванилью, апельсинами. В общем, просто божественный аромат стоит на весь дом. Посмотрите, какой он красивый. Ох, какой это аромат, друзья! Просто не передать словами. Давайте же его быстрее попробуем. Посмотрим, как он пропекся внутри и насколько он прекрасен. Вот такая красота! Аромат апельсина, лимончика и ягод с ванилью – это просто сочетание такое, что невозможно передать, друзья. Крайне рекомендую вам приготовить данный рецепт. Вот так вот. Вот это уже красота. Я, друзья, с вами не прощаюсь, поскольку я буду рад видеть вас в новом выпуске. Для этого надо подписаться, чтобы не потеряться. И у меня к вам маленькая просьба. Пока канал молодой и не окреп, он очень нуждается в вашей обратной связи в виде лайка, комментария и подписки. Я буду рад любым вашим взаимодействием. А я не прощаюсь, а призываю посмотреть вас вот это видео, потому что оно такое же легкое, из доступных ингредиентов, готовится быстро, а самое главное вкусно и просто. До встречи в новом выпуске «Художник на кухне». Живите вкусно, ярко, будьте здоровы и счастливы. Я вас обнимаю и люблю.